Дебальцево расстреляли больше людей, когда выезжали в Артемовск. Никто об этом ничего не знает, никто не говорил. Да большинство, только и слышно было, террористы обстреляли, а стреляли была сами. Мы что же не Волноваха, а у дураки, нас еще слышим, где больше оно в автобусе начинает бахать расстреляли. и где оно Это сразу никто ничего не ложится. знает. И расстреляли на Светлодарской 2 трассе секунды между выстрелом и люди ехали в маршрутке, просто ехали, уезжали отсюда в другой город, и их расстреляли просто с автоматом или еще что-то. Расстреляли на Короче, ходу ни одну людей. машину расстреляли специально, ни одну. С детьми И расстреляли тяжелыми. машина в кувете. Леху Вот, что далеко говорить. Забрали. Хотела с мужем выехать, и вот с ребенком. Да. Они не выпустили на перекрестке, сказали этот самый, подъедьте позже. Приехали давайте они я позже, расскажу, через как, 4 всё часа это было. приехали, сказали, Вы хотели расстреляй, в не сторону посмотрим, кто в Нет, я машине. хотела выехать в сторону Янакиева, туда. Вот. В эту, Они на эту сказали, трассу. да, Мы подъезжаем первый раз, говорят, трасса закрыта. Когда вы будете, через сколько можно нам выехать? Ага, часа через 4-5. Ну хорошо, мы подъезжаем через это время. Он подходит и моего мужа укрывает матами. Говорит, если ты еще раз сейчас сюда приедешь, я тебе просто расстреляю твою машину и тебя. И Не не по посмотрю, кто в барабану. машине. Кто в Правый машине и сектор сколько... стоял на перекрестке. И здесь они везде, весь правый сектор здесь Да, стоял. Ну вот и все, все они такие. не весь стоял. И простые стояли хлопцы, простые солдаты. Ну так они так и сказали. Мы А расстреляем больше твою все правый машину и сектор. тебя. Простые поверху стреляли над головой. А тупо знаем, которые подходили, просто стариков расстреляли за то, что они пришли не вовремя Именно собаку вояки, покормить, которые- отец дома выносили что-то. Те, кто военные, Вот да, это те что мы добровольцы, точно это знаем. мудота. Ну и ходили этот сын с отцом, ходили Ну, просто. тыняются пьяные. И хотели куда-то просто подойти, домой пойти. И их просто прострелили многие, все. Нет, это ты за Олега имеешь в виду? Ну, Не, он я просто муж шел ходил, собаку да. кормить на дом, а они взяли, не понравились их лица, а сына, отца избили, а сыну ногу Ну, прострелили. в большинстве это нацики, да, были? Ну да. Да, конечно. Да все они. Все ПП. У меня муж с мужчиной ходили Он у по нас воду, этот на Кирова, матери они напали все все ворота расстреляли, все Дома, где дома разобрали, расстреляли, Вот подорвали при нас дома на черемушках специально. стояли, над нами мины летали, они просто тупо хотели в мой дом попасть, а попали в соседний дом. 2 пролетели просто над домом, а 2 как раз в угол другого дома, разнесло 3 И этажа. поставили вокруг дома только танки вот ставили так, возле перед наших этим домов. десантом. Просто Да, поставили да. танки, начали шпулять. Зенитку поставили возле садика. Все это там уже и стояло. И начали шпулять по городу, куда хотят, что делать, что хотели. Куда захотели, то и Вы не вытащили. выходили, по крайней мере, сейчас вот зашло ДНР, мы вот, по крайней мере, в город вышли. Хоть с подвала вылезли, но в детям город по вышли. воду ходили, так и то над головами стреляли. Прошли, выжили. А сколько Все это? прошли, выжили. Это получается 7 месяцев оккупация длилась, да? Да, С 24 июля. Да, У меня 24 19-го июля. дочка в школу вышла. Первый нам Отошла 2 300 взрыва метров, сделали, градина хороших возле таких. дома взорвалась. Вот то, что ее спасло только. Ребенка. В школу вышла. Первый день после каникул. Так она до сих пор истерики свои закатывает, на Валерьянке живет. Да, у меня тоже вот маленький вот ребенок, вот 8 лет, вот в январе Одноклассника исполнилось. И ее это... мать Так, копала, тихо, сейчас там упадет. покинула. Ой, ой. Да, отца и сына убила, когда в школу выходили, убила, да. Вытаскивали. Все, что от него осталось. Дочкой вытягнули. Так что ж получается, что они население ненавидели просто, Да, да? били по населению они, да, били. Они раздавали гуманитарку и такими матами укрывали, что женщина Они подошла там с палочкой. Называли зомбами, зомби нас называли. потом Валенками, валенками, ой, извиняюсь. ну гондонами, там еще гондонвой. Да, сепаратистами, террористами. Даже один говорил, да ты сепаратистка, блин. Даже на мою подругу говорили, Самое проще. Вот террористка на здесь две тебя. наливайки, Просто приходили и все. Они здесь сидели с утра, наливались. Да, да, и Там на коммуне стоял правый Да, сектор. потом начали наливали выставлять здесь, а потом идет он на автомат волочит, и говорит, вот всех сук перестрелял бы нахуй, они все равно это все сепаратисты. Да, они постоянно, они Мы тут потом с начали пацанами выставлять стояли, уже вот магазин. такие охреневали. Да, я, например, подходила к харьковскому автобусу, и один, ну, мать был пьяный, мне надо на перекресток, У на нас 100 по гривен Семеновскому отвези меня на такое. перекресток. Выехали, да, Когда а идет, кто идет остался, вместе с автоматом, вот так вот сепаратисты. лицом в землю, только встрял и все. Проехали, подняли, загрузили. Ну, значит, они понимали, что они здесь не на своей земле. Раз так Наверное, они себя так, вели. Да, Они вели ужасно себя себя так. вели. Они сюда приезжали деньги зарабатывать. Да, они мне так и сказали, говорят, я приехала на заработки, мне все равно, кого я буду убивать. Я говорю, ты, говорю, свои деньги получаешь, просто на нашей и на детской крови.
А мне, говорит, все равно, я приехал деньги заработать. Вы сепаратисты. А Да, девушки террористы, сколько валенки. уже, сколько они здесь тут сидите 7 и не месяцев были, выезжайте. сколько здесь уже девушек, наверное, превышает, наверное, 50 девушек уже изнасилованных, убитыми, расстрелянными. Везде расстреляны. На Новый год, нет, до Нового года за 2 недели 2 девушек нашли мертвыми и расстрелянными. Да, было такое. Изнасилованы, им по барабану, никто нигде ничего. Вот мой Он говорит, балкон вот, в разбитом доме. Он на черемах у нас Смотрю 23 через Б. эти, вот на 3-м этаже, смотрю через эти окна, девчонки лет по 15, они с ними подсели, Достает чем-то гранату, угощали, на. потом подъехала машина с той стороны, вот выехала от сказки, и 2 затолкали силой, те следом бежали, их отбивали, ничего не получилось, поехали непонятно куда и что. У нас вот во дворе, в этом дворе, сейчас похоронена женщина, потому что за 4 дня ни милиция, никто не приехал. Пришлось нанимать человека, дать гуманитарную помощь, 200 гривен сложились, на метр вырыли яму и похоронили пока. У нее вот 2-й этаж, выбитые все стекла, все окна, квартира разворочена. Только забили фанерой, все, через 3 дня, воронки огромные. Она как зашла в квартиру, ничего нет, все так, пенопласт, фанера, все разбито, вещи все, ничего, все это вот уничтожено. Скажите, а как звали ту, которую похоронили женщину? Она, значит, Степура Людмила Семеновна, 75 лет, 40 лет проработала в отделении дороги, на железной дороге. Сына единственного похоронила, брат в Днепропетровске. Моего брата, Мединцева Евгения Анатольевича, погиб 16 числа на Пролетарской. Я только вчера узнала. До сих пор лежит на плану огромный дом. Теща была в подвале. Ну, возле Козлячего, там, где нацики стояли. Жена и соседи, у которых дом разбитый. Он вылез без 15:04 в туалет или печку подбросить. Только вылез. Прямое попадание в дом, оттуда, где стояли нацики. Значит, его привалило 2 стенами, балками переломило, кричал криком и сгорел. Он до сих пор лежит на плану, я вчера узнала. От дома 0, разваленный. 1 гараж целый, не пьющий, не курящий. 2 дома выстроил. Если бы он был живой, он бы его восстановил за 2 года, отдали, но он погиб. Сейчас лежит обугленный, шифером поднял сосед. И говорят, пока не убирайте, будет комиссия, чтобы что-то получить и доказать. Дома нет. Я по развалинам ходила с племянницей, я плакала навзрыд. Рядом стоят разбитые нацистские БТРы дальше. Танки стоят перевернутые. Вот. И почему он не ушел в бомбоубежище? Это 16 числа погиб, а 17-го ДНР вступила. Ровно сутки не хватило моему брату, чтобы выжить за эти... Мы 7 месяцев. Вот, бомбоубежище с 24 июля. Вот все пенсионеры вот, в 2 подъездах. Значит, света нет больше месяца. Отопления не было с самого начала, воды нет, снег топим для туалета, для посуды. Где-то достаем воду с баков, которая у моего сына уехала в Россию. Мои внуки-двойняшки первый день войны чуть не погибли. Первый день войны это было ужас. Значит, я наблюдала с балкона, моя квартира по Ленина с 5-го этажа. Значит, украинская армия, мне там дачи. Подошла сначала, были Логвинова и совхоз Калинова, а 24-го они подошли уже впритык до Дебальцева, выстроились и начали стрелять с градов. Сын поехал с 2 ребятами на дачу на Урале, значит, лили бетон, видел, а у нас крайняя дача, поле, смотрят, идут, а там был блокпост ДНР на старом кладбище, они с тыла зашли, говорят, смотрю, идут танки, БТР, но он на 2 года служил. Борисполе летной учебки, Ивано-Франковск, военный аэродром, 2 года служил, облучен у меня сын, вот. И у него 3 детей, 2 двойняшек, Толя и Коля, 3,5 года, старшие 10 лет. И они были, к моему счастью, вот балкон 3-й этаж, они днем долго спали, и вечером в 11:10 они были здесь, сын на даче, он наблюдает, идут танки, БТРы, те, что по Логвинова подошли впритык, и начали гасить Дебальцево. Стреляли, говорит, грады, стреляли тяжелая артиллерия и минометы, говорит. Горела, племянница была там, горело все небо. У нас там где-то километра 2, дача крайняя, поле. Горело, все небо горело, это страх был Господний. Они лежали на полу.
И, значит, а я наблюдала, зарево там, взрывы, потом по городу пошли осветительные ракеты. Потом смотрю, я не знаю, что это, вот такое, как ракета светящаяся летит, ниже 9-этажки, и я понимаю, что она где-то падает в районе площади. Звоню невестке, не отвечает, ни мобильный, ни стационар. Оно ж не работает. Ничего. Я выбегаю, бегу полпути, мины свистят, небо горит, ракеты. Она отзывается, говорит мне: Анатольевна, попали, говорит, нам в то окно, где двухъярусная кровать, ну мы были, и, говорит, окна выбиты. Взрыв такой, как газовый Ну, короче, баллон. они первые напали на нас. Я Если пока так рассудить. прибежала, падала раза 4, у меня рука 2 месяца не съебалась. Вот. Коля и Толя лежат под одеялом, они с перепугу даже не разговаривали. 12 дней они побыли под партой, они нас гасили. 3 дня, Да, Дебальцево 3 дня обстрел. гасили. 3 дня, 24-го, 25-го, 26-го. 27-го я ехала с дачи, 27-го, и вижу, стоят они, красиво одеты, и написано 25-е, ну это было 25-е десантное штурмование. Они, Днепропетровск. да, флаг, значит, зеленый, голубой, забыла верхнюю полоску. Я говорю: ребята, кто это разбил наш город? 3 дня гасили. Возле маяка, возле разбитой машины. Красиво такие перчатки, пальцы открытые, мордатые такие, лет по 30-35, и они говорят: это Путин ваш бьет. Я говорю: а при чем тут Путин? А Путин что, Вот. наш? Это, говорит, за то, что вы референдум, Да, что они вы на нас не это признаете, что вы давили. хотите отделиться. Ага. Вот. Это правда, да. Мы же голосовали за референдум. Мы с Петровной, с Яной, Голосовали, вы мы на охраняли. скутере сюда приезжаем, сюда, тут их полно уже ходит, и с флагами, вот это флаг, 25-я десантно-штурмовая. 25 это еще не фигня Да. была. По И они- сравнению с тем, что после 25 сюда заехали какие-то И подвиги. вы знаете, после всего этого, когда они говорят этот лозунг «Слава Украине», Ой, молчи. я не выдерживаю, я говорю: позор Украине, которая уничтожает своих людей. Позор. Да. Позор Порошенко, который допустил вот это. Значит, 17 человек во Франции погибло, он поехал Почести отдавать, да. почести, чтобы отдать дань. Дебальцево 90% разбито. Сколько погибших людей. В огородах закопано. По неделям лежат мертвые, никто их не берет, никто не берет. Да, да. А этот дом, мы сидим в бомбоубежище, когда тут на площади рвалось, и во дворе рвалось. Мы Я в знаю, воронку ага, ее да. похоронили, Людмилу Семеновну. Ой, Тут дом содрогался так, что каждый раз мы думали, уже дом сложенный, мы сейчас все будем вылазить на запасной аварийный ход, чтобы вылезти с развалин. Это 7 месяцев надо было пережить. Представьтесь, пожалуйста. Мединцева Татьяна Анатольевна, 40 лет стажа на железной дороге. Да, спасибо большое. Ну, дай бог, чтобы война ушла отсюда, ой, с никто этого не города. хочет войны. Не хотим мы зла. Хотим мира, Вы мы знаете, мира после хотим. того, как я глянула на Буглиного брата, который имеет внуков, детей, трудяга, боксер, автомобилист, вот, я говорю так: дай бог, чтобы то, что пережили мы, пошло на Тягнебока, на Яценюка, на этого суслика, вы извините, мы его так называем, Да, да, да. на Порошенко, на этого Яроша Дмитрия и еще на этого, как он Картавий тут. за Славянск сказал: мне не надо этот Славянск, я его смету с лица земли и на голом поле Ага. поставлю флаг Украины. Ну, главное будет флаг Украины. А что города не будет, я его смету с лица земли. Ох, вы умные какие. За Дебальцево. Зачем они обманывают? Почему они бросили своих убитых? Там же убитые валяются до сих пор за гаражами. С них сняли бронежилеты, с них забрали оружие и шапки надвинули на глаза. Ребята, ну лет по 20, по 25. Вы скажите, далеко это отсюда? А вот где гаражи, кооператив «Сигнал», там, где их не На ту блиндажи, сторону. брошенная техника, танки подбиты. Почему они убитых не забрали? Ведь их ждут матеря, ведь они тоже чьи-то дети.